Здравствуйте, друзья! Война в Афганистане была для СССР единственным полномасштабным вооруженным конфликтом после окончания Великой Отечественной. До этого Советский Союз вмешивался в противостояние по всему миру. Корея, Вьетнам, Куба, Африка. Но там в основном СССР помогали финансово и отправлял военных специалистов, кадровых офицеров в командировки. Поэтому к ведению полномасштабной войны советские вооруженные силы не были в достаточной мере готовы. В район боевых действий бросили в том числе и солдат срочной службы без должной подготовки. Ситуация усугублялась тем, что война велась в непривычной для советской военной машины ситуации. Горы, жара, новые виды оружия, поставляемого афганцам из-за рубежа. Афганцы в совершенстве владеют привычным для них стилем боя. Короткие стычки в горах. Внезапные нападения на движущиеся колонны, отход с растворением в сложной рельефе местности. Советская же тактика была отработана во Вторую мировую в совсем других условиях. В боях с фашистами упор делался на авиаразведку с последующей бомбардировкой, немассированными артобстрелом расположенных войск противника. Лишь после этого в бой шла пехота и танки. В Афганистане это не сработало. Стычки происходили в основном во время движения колонн по территории страны. Советский солдат в этих боях буквально зависел от того, насколько он будет мобильным и сколько боеприпасов сможет нести на себе. На этом фоне и вскрылись все недостатки экипировки. Сапоги в жарком климате и в условиях гористого рельефа оказались полностью неподходящей обувью. Стандартного боекомплекта не хватало. Расположен он был неудобно для движения и быстрых действий во время столкновений с маджахедами. Солдаты не были защищены от внезапных обстрелов. Но проявление хитрости и смекалки позволило военнослужащим самим совершенствовать свою экипировку. Официально командование было категорически против неуставных элементов, но желание выжить и тактические задачи требовали нарушений. Часто у советских солдат в Афганистане было два комплекта обмундирования. Основной для части и командиров и реальный для движения и боев. Солдаты быстро поняли, что необходимо иметь при себе как можно больший боекомплект. Для этого солдаты начали изготавливать себе сами так называемые лифчики. Это был фактически рюкзак, но размещенный спереди на груди. Подсумок крепился к шее и плечам ремнями. Такой лифчик шел плюсом к стандартной армейской разгрузке, которую называли сбруей. Лифчик давал сразу несколько преимуществ. Боекомплект с ним удваивался и был размещен удобно под руками. Попадая под обстрел, его можно было моментально сбросить без лишних движений. Он давал хоть минимальную, но защиту груди от пуль. Идея была предусмотрена у самих же маджахедов, носивших подобные разгрузки вьетнамского производства. По восточной традиции местные еще и расшивали их на манер старинных ягодашей. Советские солдаты начали сами шить лифчики из всех подручных материалов. Плащ-палаток, подсумков и тому подобное. Также такой вид разгрузок добывали в бою. Власти раскачивали целых 9 лет, пока не поставили на поток этот вид обмундирования под названием пояс А и пояс Б. Но произошло это уже только за год до окончания афганской войны. А что вы думаете по этому поводу? Напишите ваше мнение в комментариях. Я считаю, что мнение каждого полезно и важно. Также сразу можете поделиться ссылкой на это видео со своими друзьями через мессенджеры. Им наверняка будет тоже это интересно. Надеюсь, я вам понятно все объяснил. Если это так, поставьте лайк этому видео, подпишитесь сразу на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых интересных видео. А сейчас не теряйте времени, переходите дальше на канал и смотрите другие познавательные видео. Они тоже наверняка будут вам интересны. А сейчас я пошел дальше искать новые темы для видео. Также, если у вас есть какие-то предложения, пишите их в комментарии. Я думаю, мы снимем вместе с вами интересные видео.